Ну вот, сейчас я покажу, как правильно наносить жидкую белую краску на холст. Это первый слой, который вопрос не показывает в видеоуроках. Так пишут не только вопрос, так многие пишут, и современные художники наносят разные первый слой жидкий, также пишет и Сахаров, только он различные оттенки мешает, такой сметанообразный состав. То есть ничего здесь нового нет, вопрос это уже давно показал, до вопроса тоже так писали. То есть, в принципе, эта техника, он ее запатентировал, вопрос, но она уже давно известна, и еще 100 лет назад тоже так писали люди. Вот. Значит, я взяла вот мою баночку с жидкой белой краской, вот у меня это 4 сантиметра кисточка. Холст я взяла довольно большой, потому что я на нем буду показывать потом различные эффекты, различные облака начнем. Вот, я окунаю туда кисточку, окунаю, причем, ну, работаю только вот с первым, вот, с кончиком, вот с этим вот сантиметром. То есть вот это место, смотрите, когда мы пишем пейзажи, и вообще никогда не должно быть в краске. То есть вот рабочая поверхность только примерно 1 сантиметр у кисти. Вот. Здесь, конечно, сейчас у меня холст большой, мне немножко неудобно. Но вот я наношу такими крестообразными движениями эту краску. Холст это, кстати, у меня он просто испорчен, вот здесь у него дырка такая, вот она внизу. Я его даже и не грунтовала, кстати. Но если он пожухнет, так пожухнет, ничего страшного. Но тоже при транспортировке у меня много таких холстов. Бывает, что в коробках они приходят и порваны, поэтому я их использую вот на такие какие-то обучающиеся такие моменты. Ну, я вот сейчас, наверное, полностью не буду. Так, треть где-то покажу. Вот сейчас нужна довольно такая плотная кисточка, не мягкая, чтобы втирать, хорошо массировать. Самое главное при нанесении вот этого жидкого слоя, вот сейчас я покажу вам покрупнее, постараюсь. Придвину камеру. Вот смотрите, вот видите, вот крупно сейчас должно хорошо видно быть. Если я вижу на холсте вот эти от кисти полосы, видите, вот их прям видно, то это значит очень много краски. То есть я должна вот эти штрихи все от кисти убрать. То есть должно быть вот такое прям с втиранием, такое гладкая поверхность. То есть если мы видим где-то у нас вот эти вот штрихи такие, они даже вот такие тоненькие могут быть вот где-то, вот это уже много краски. Вот чуть-чуть должно просто вот блестеть. Сейчас я уменьшу. То есть настолько тонкий слой. То есть вот тут как раз таки отличается от того, как пишет Сахаров. Он наносит первый слой прям так густообразно, чтобы можно было мастихином работать потом. Вопрос же нет. Вот прям такой тонкий, видите, я прям распределяю его туда-сюда, туда-сюда, чтобы только он чуть-чуть блестел. И то бывает, вот если хорошо я распределила, этого много. Я потом беру бумажку. Обязательно, вот перед тем, как вот начинать работать уже с красками, мы берем, обыкновенную я вот беру кухонные вот эти вот бумажки, и вот без усилия, вот не тереть главное сейчас, чтобы не было катышек. Вот потихонечку вот так, раз, два, три, я убираю излишки, и вот останется вот такой чуть-чуть блестящий, тонкий слой краски. Все. Вот это вот то, что он не показывает.
Вот. Но это очень важный слой, который нужно знать, как правильно наносить. Сейчас я сухой кисточкой просто вот его распределяю без краски. Все. Вот это очень важно. Здесь вот очень большая ошибка у многих, потому что сколько именно, вопрос хоть и говорит, что тонкий слой, но сколько именно этой краски нужно нанести, он никогда не показывает. Вот. Но так как это многослойная живопись, хотя она ля прима, мы будем этот первый слой, потом еще темное небо, да, потом горы, вначале темным, потом осветляют. То есть у нас за день сразу там бывает 4-5 различных слоев накладывается. И если у нас изначально уже первый слой такой толстый, белый положился, то сверху мы не сможем темную краску положить, понимаете? Она будет постоянно перемешиваться с этой белой краской. Вот, и у нас будет такая каша на холсте. А на самом деле техника вопроса, вот если вы вживую кто-то увидел бы мои картины или там вопроса, она прям гладкая. Ну там только где работаем мастихином, там на горах, там камни какие-то, может такая прям шершавая чуть-чуть фактура. Вот. А на самом деле она довольно гладкая живопись, не фактурна, потому что все-таки пишется тонкими слоями. Вот. Ну и давайте... То есть вот это у нас первый слой. Давайте сразу покажем, начнем немножко обучаться, как делать небо. Вот. Ну, для начала я покажу просто элементарные, как вот сделать голубое небо с просветами света, чтобы оно не было однотонно. Однотонно, естественно, все могут сделать. Вот. Я прям беру эту же мою кисточку, вот, которая была в жидко-белом, вот ее предварительно вот так просто обтереть. Еще раз говорю, то есть разбавителя я практически не использую, то есть кисти практически не мою, потому что я одну темную, одну светлую, одну темную, одну светлую, меняю постоянно. Вот. И иду в голубую краску, голубая ФЦ. Вот, чуть-чуть я прям взяла, совсем чуть-чуть кончиком и распределяюсь. Аккуратно, потому что голубая ФЦ очень такая едкая краска, прям очень-очень. Вот, видите, тут у меня прям, краски нету, я прям так прозрачно-прозрачно. И я работаю с кистью на палитре постоянно, то есть я уделяю время тоже вот правильному набору красок. То есть я распределяю равномерно краску, это очень важно. Если мы возьмем как-то вот так, и у меня один угол будет, видите, вот такие постоянно линии оставлять. То есть нужно, чтобы ни на каком угле, ни в каком месте не было сгустка краски. Везде равномерно. Прям вот уделите время вот этому вот распределению краски. Вот, и опять-таки я работаю, вот видите, 1 сантиметр у меня примерно всего на кончике с краской. Вот, и можно просто вот такими крестообразными движениями, причем рука у меня движется вот в этом суставе. Видите? Ладонь открыта, закрыта, открыта, то есть наоборот. Открытая, закрытая, да? И вот такими крестиками оставляю белые места, то есть специально я оставляю. Вот у меня до сюда где-то жидко-белая нанесена, я ниже и не иду. Углы можно, вот, допустим, это цельная картина, углы всегда обычно для глубины картины всегда делаются темнее, чтобы глаз человека вот сфокусировался на центре картины, поэтому углы можно чуть потемнее, сверху. Смотрится какое-то бирюзовое, но синяя вот всегда, какая бы ни была супер камера у меня, синяя краска немножко всегда искажается. Но это голубая ФЦ обыкновенная. Вот, видите, вот такое я небо сделала. Вот, ну теперь можно вот эту кисточку оставить как темную. Сейчас я возьму вот еще одну кисточку. Будет у меня типа светлой кисточки, вторая. И без краски
Я ставлю мою кисть на светлые наши места и начинаю смягчать. То есть особенно в синий не иду, вот иду по светлым местам. Вытираю периодически кисточку. Вот, светлые места я как бы уже растянула немножко. Ну и теперь можно уже немножко пройти, где темные места. Слева направо. То есть живопись у меня вообще очень тонко все выходит, слой очень тонкий. Краски использую мало. Вот снизу такую растяжечку прям сделаю посветлее, белый. Или давайте, знаете как, давайте я вверх сделаю прям потемнее. Какие-то темные облака. Видите, вот то, что я оставляла белые места, оно автоматом небо такое становится, как будто уже с облаками. Хотя я их даже еще даже не рисовала. Просто те белые места, они светлее смотрятся. Плавные переходы получаются. Потемнее. Вот опять я пойду чистой кисточкой. Вот. Вот такое небо получилось. То есть, видите, в принципе, оно не однородное, очень даже хорошо смотрится. И вот такие вообще можно даже и оставить. Вот очень часто пейзажи с таким спокойным небом, без облаков, можно вот так писать. Вот. Ничего как бы и не выдумывая там облака, не писать отдельно. Вот. Ну, давайте покажу я несколько видов облаков разными кистями, просто разными техниками. Да, ну вот возьму, например, эту же нет, возьму, наверное, сначала вот круглую кисть. Вот возьмем какую-то щетину, вот такую круглую или плоскую, полукруглую можно, ну или какую-то маленькую круглую. Тоже зависит, конечно, от размера холста, насколько большая кисть должна быть. Вот, и элементарно беру вот сейчас белую краску. И стучу по палитре. То есть распределяю равномерно, чтобы у меня по всей кисти распределилась белая краска. Красный здесь течет. И начинаю те же стучащие движения делать только на холсте. Вот полукруглой кистью, почему или круглая удобно, потому что она круглая и она уже
автоматически создает нам контуры такие полукруглые, как облака. Опять я стучу по палитре, то есть я набираю только вот так. Видите? Краску. И делаю, то есть форму облаков. То есть облака пишутся обычно многослойно. И поэтому сначала идем как бы сверху, сделали верхний контур. Старайтесь не делать одинаковые вот такие вот, многие начинают делать такие вот одинаковые полукруги, вот такие вот. Старайтесь где-то побольше, где-то повыше зашло, где-то поменьше. То есть вот какие-то такие интересные формы создавать. Вот и давайте я там, допустим, вот оно сверху откуда-то. Вот сейчас, на данный момент, мне важен только мой вот этот вот контур, чтобы он был белый контур, верхний контур наших облаков. Потому что нижний контур, вот этот вот переход, вот этот вот, нам нужно делать плавным, и мы его будем перемешивать. То есть сосредотачиваем внимание на вот этом верхнем контуре, чтобы он был белый, чтобы был хороший контраст с синим фоном, с синим небом. Вот. Теперь я возьму вот эту мою кисточку, которая чистая была, которую я перемешала, ну, вторая вот, когда я фон наносила, немножко оботру. И держу вот так кисть в руке и работаю вот этим вот нижним уголком, постукивая. Не верхним, потому что я тогда не вижу, а вот когда нижним, я вижу, что я делаю. Сейчас наша задача перемешать вот этот вот белую вот эту краску от облаков вот с этим синим подмалевком нашего неба. То есть тут переход должен быть плавный. Вот я просто стучу, беру наверх, только аккуратненько здесь не потеряйте белую границу. То есть я до самого верха, прямо аж до самого не дохожу несколько миллиметров, оставляю белый кантик. И вот эту вверх-вниз, вниз-вверх, пока у меня не будет такой плавный переход. Вот, видите, у меня получился плавный переход. Вот здесь. Вот, для того, чтобы сделать многослойные облака, я должна немножко отступить. Только смотрите так, например, вот здесь уже это будет мало контраста. То есть нужно посмотреть, где немножко синий уже потемнее становится. Ну, так как я здесь вообще засветлила, надо потемнее сделать. Я же растяжку светлую сделала. То есть на белом, конечно, белые облака не очень видны, когда светлый такой фон, не очень видны. То есть нам нужно немножко отступить, чтобы был контраст, чтобы было видно следующий слой. Вот. И следующий слой мы рисуем не параллельно, как бы вот так вот, одной линией. Вот. А надо делать сразу как бы многослойность. То есть, смотрите, вот здесь такой вот выступ у меня получился, допустим, да, и я вот покажу, что вот этот выступ, вот он сверху, он идет дальше. То есть вот этот будет один слой, а этот, из этого выступа я делаю еще один слой. Сейчас я вот так помечу, чтобы лучше было видно. Понимаете, и у меня выходит, что ну, это один слой, это другой слой. Также вот тут, например, я могу вниз, сейчас я плохо взяла краску, спуститься здесь вниз. Если у вас очень светлое небо вышло, и облака белые, нет контраста, добавьте чуть-чуть кадмия красного, светлого, чуть-чуть, чтобы чуть-чуть розовиночка была. Вот, и тогда у вас облака будут лучше видны, чем, если у вас слишком светлое небо. Вот, я нанесла теперь следующий слой, да, опять беру мою кисточку растушевочную
И делаю плавный переход. Очень тоненько, чтобы не было толстых сгустков краски. Как можно еще облака сделать? Да, можно точно так же и вот этой кисточкой делать, да, ну, сейчас она у меня немножко, вот, взять краску, но тогда немножко тяжелее, потому что кисточка такая угловатая, и вам приходится вот эти вот спирали вот как бы подкручивать, вот этот угол постоянно подкручивать и создавать вот эту полуовальные формы. Это немножко тяжело, так как у нас форма уголка треугольная такая. Вот, и поэтому, ну, большой кисточкой это не так удобно. Хотя, конечно, точно так же возможно. Вот, можно сделать это веерной кисточкой. Сейчас я возьму, например, сделаю какие-то розовые облака. Вот белила и чуть-чуть красного. Чтобы вам видно было. Сейчас еще белила. Вот он чуть-чуть такой розоватый. Сейчас посмотрим, будет видно, что не розовый или нет. Вот, когда мы работаем веерной кисточкой, мы работаем вот верхним углом. Вот видите, я ее держу. Вот. И вот верхним углом мы крутим такие спирали. Допустим. Вот видно, да, что розовая, хорошо. Хоть она и треугольная, но она маленький угол. И она такая более подвижная. Сейчас я переверну, и вот у меня другой угол тоже в краске. Опять-таки я обращаю внимание только на верхний контур моих облаков. Я сейчас как бы не пишу готовую картину, я просто показываю элементы. Вот, и опять уголком делаю плавный переход. Отступаю. И делаю вот такие вытянутые облака. Вот часто облака, кстати, вот имеют вот такую форму, вот типа зонтика, да? То есть уголки, они такие вот тоненькие, как линии. А посередине оно пошире. Такие перьевые облака. Вот. Опять возьму кисточку. Не отсвечивать, холст такой большой. Вот. Также можно сделать веерной кисточкой вот такие вот, часто, сейчас я к себе поверну чуть-чуть, часто на закатах вот такие вот облака просто линиями такие. Допустим, вот здесь солнце, и вокруг солнца вот такие вот, против солнца часто бывает просто линия. Это такие на закатах прям облака очень часто.
пишется. Чуть-чуть убираю. Вот, и можно немножко даже их сверху теперь взять белую краску и сверху на красный положить белую. Просто прям на вот эти линии. Просто мы сейчас солнце не нарисовали, но солнце я потом позже покажу. Вот. Сейчас можно взять какую-нибудь поменьше кисточку. Сейчас я возьму. Вот, чтобы аккуратненько перемешать. Переход бело-розовый. Теперь вот этот переход делаем. Здесь просто они поменьше, поэтому большая кисточка не очень удобна. Любую щетиночку возьмем. Вот это вот такие самые элементарные облака. Вот здесь вот представьте, было бы солнце сейчас. Где-то вот. Можно было желтеньким немножко сделать, но оставлю таким белым. У меня нету на палитре сейчас желтого. Вот так его можно прикрыть, солнышко. И пальцем еще разок. То есть вот такое небо, я думаю, каждый сможет нарисовать. Достаточно легкое. Главное не переборщить с толщиной краски. Прямо хочется здесь нарисовать воду. Ну, может, я и сделаю это. Вот. Теперь можно показать, как уйти от проблемы, когда вот получается вот такие вот круглые, ну, форма облаков. Вот насколько я уже курсов провела за все эти года, и единственная проблема здесь, когда пишут облака, не в технике именно, как это писать. Все это все прекрасно делают и понимают, а именно в форме облаков.
чтобы не было всего одинаково параллельно, ну, и некрасиво. Для этого вот как бы я такой метод сама придумала, вот веерной кисточкой набираем, сейчас я подальше отъеду, набираем побольше с двух сторон краски белой, допустим, ну, можно и синяя, то есть в принципе это или белые облака, или темные, грозовые, такие темные делаем, не имеет значения. Вот я набираю с двух сторон хорошо краску. И начинаю вот так, прикладываю двумя руками эту кисточку и начинаю вот так вот ее крутить по холсту. Причем, понимаете, дело в том, что вот когда мы ее вот так крутим, она идет сама куда хочет. И у нас как раз таки формируются облака так, ой, испачкалась, вот как они захотят. И мы уходим от вот этой вот, когда люди начинают вот вырисовывать одинаковые облака, делать одинаковые полукруги, вот, оно автоматом как-то получается, вот как ляжет, так и будет. Вот свобода появляется, понимаете, в этих облаках. Смотрите, видите, я ее как дрель включаю. Вот так вот просто кручу, как дрелью. Вот, потом опять то же самое. Берем чистую кисть и делаем плавные переходы. Вот облака выходят такие живые. Как-то сформированные сами, без вот такой невымученные, да, если у вас вот есть проблема, вы такой вот вырисовывальщик, который все вырисовывает, вот так можно уйти. Давайте я покажу, ведь облака бывают и темные. Сейчас возьму также веерной кисточкой. Вот веерная, в принципе, самое удобное. Или щетинка любой, какой-то полукруглый. Вот, то же самое вот я сейчас возьму. Или давайте я сейчас еще вот краплочка возьму. Когда мы смешиваем голубую ФЦ и краплак красный прочный, у нас такой фиолетовый оттенок появляется. Добавим немножко белил, чтобы уж не такое темное. Вот, тут можно в пользу синего или в пользу красного делать, как хотите. Но я вам просто показываю различные варианты. Тоже по мотиву будем смотреть, какой оттенок делать. Вот, и то же самое делаем. Давайте здесь сейчас вот какие-то темные, видите, такие как бы спиральки я кручу. Возьму кисточку какую-нибудь, вот сейчас они у меня все такие белые. Вот, допустим, эту щетинку. И опять делаю плавный переход. Нижней границы. Пружинит у меня холст, он у меня не закреплен. Вот как бы только так вот верх меня интересует пока, потому что низ таки так мы делаем плавно. Вот, ну теперь опять можно красочкой взять, отступить и сделать следующий слой. Можно опять-таки вот соединить, соединяя вот этот уголок. То есть не параллельно, просто ниже, а вот где-то что-то я с чем-то соединяю.
И опять любой щетиночкой, такой плоской, не плоской, а тверденькой. Обратите внимание, что вот здесь специально этот белый просвет, то есть я отступила, где краска стала посветлее, чтобы такой вот светлый контур между остался. И сделала второй слой. То есть вот это вот важно, не накладывать на одном и том же месте одинаковую краску. То есть нужно отступать, вот, чтобы был вот такой вот переход. Вот такие темные облака, можно их сверху подсветлить, например. То есть это там грозовые какие, зависит от погоды, можно кое-где вот сейчас белую краску взять и сверху положить, осветлить белое. Или там розовое. Только контуры. Вот у нижнего слоя вот. И опять я вот этот розовый примешиваю с нашим фиолетовым оттенком. Такие вот розоватые можно сделать. Поверну, так неудобно. Видите, вот такие там пару опять-таки вот этих вот длинных линий. Ну, допустим, вот здесь у нас где-то линия горизонта. Часто приходится рисовать такие мотивы, где у нас желтые переходят, такие закаты желтые переходят в синий. Вот. И тут, конечно, у очень многих возникает проблема при этом переходе, потому что желтый и синий при смешивании дают зеленый цвет. Поэтому всегда, когда на картине есть желто-синий переход, он делается через краплак красный. То есть между синим и вот этим желтым, оранжевым всегда должен быть краплак красный, такой переходящий оттенок. Вот, допустим, давайте здесь сделаем растяжечку вниз. Я возьму сейчас краплачок. Вот, и попробуем такой переход сделать. Я вот тут уже жидкую белую на весь холст уже нанесла. Теперь он весь мокрый у меня. То есть я вот наношу красный. И только после этого там я могу пойти или в охру, или вот сейчас индийскую желтую. И там светло-желтую.
Вот, возьму теперь чистую кисточку, чтобы желтое сейчас в синий не перемешать, чтобы не было зеленцы. Вот и без краски я иду и делаю плавный переход. Вот этот фиолетовый, лавандовый всегда должен переходить в краплак. Делаем растяжку. Краплак вот такой в оранжевый, там немножко суховато. В индийскую желтую или вот оранжевую. Такими крестообразными движениями. И вот можно там белил взять. Грязная палитра уже. Чуть-чуть снизу еще вот, белую кисточку осветлить. То есть вот такую растяжечку делаем. Здесь наверху, конечно, можно соединить. Чуть-чуть лаванду. Часто это полукругом бывает. Просто сейчас я сделала прямо. Вот. И если сейчас мы сделаем облака, еще немножко опять краплачком. С синим. Чуть-чуть белил добавлю. Уже можно уходить в более красный. Видите, я даже вообще не выписываю форму, какие-то тычки делаю кисточкой, чтобы облака такие были у нас более воздушные. Вот, допустим, первый слой сделали, давайте его перемешаем. Сейчас все кисть. Как вы видите, вот сейчас у меня вот этот оттенок лавандовый уже уходит на желтый, и у меня не получается моей зеленого оттенка, потому что здесь уже больше в красный уходит, а красный при желтом, при смешивании с желтым уже выходит у нас оранжевый, не зеленым. Вот. И опять я перемешиваю.
То есть практически на сухую я пишу. Потому что там первый жидкий слой совсем у меня тонкий. Вот я могу очень легко сгладить их, потому что краски практически у меня нет. То есть вот эти движения, когда делает бупрос, аккуратно, не должно быть ни одной точечки краски. Ее нужно все растереть мягкой кисточкой.